Ну что, дамы и господа, пришел тот день, когда я еду в тренинг, как обычно. Каждый год у нас тренинг. Нужно лететь в штаб-квартиру в Даллас, в тренинг-центр. Видео на канале есть, где я показываю, как устроен тренинг-центр. Один из топовых тренинг-центров в мире, по моему мнению, да, по мнению многих. Но все равно придется туда лететь. Обычно это занимало 3 дня, сейчас занимает 4. Добавили еще один день. Ну, я как бы знаю, что будет в этот день. Дополнительный тренажер. Хотят показать что-то нам. То, что, может быть, никогда не показывали. А может быть, что-то новое. В общем, такие есть варианты тоже. Так что мы начинаем летать в новые города. Аляску, там в Карибском бассейне сложные аэродромы. Наверное, хотят показать, как выглядят эти аэродромы в тренажере, чтобы все знали. Так что дополнительный день. Сегодня я лечу туда. Во второй половине дня. Завтра в 9 утра начинается уже, так сказать, школа. Поэтому завтра долететь невозможно. Кто живет в Далласе, конечно, у них на день получается короче. Они просто приезжают в школу на машине. Мне приходится лететь за день до того. 5 дней все вместе я проведу в тренинге, учитывая сегодняшний день. На тренинг подаешь заявку. По стажу определяется все, кто должны в этом месяце проходить тренинг. По стажу раздаются ваши заявки. Мне раздали мою заявку, которую я попросил. Мой первый выбор, так что мне повезло. Я выбрал так, чтобы мне можно было после последнего тренажера сесть на последний рейс в Лас-Вегас, чтобы не проводить еще одну 6-ю ночь в Далласе. И мне это удалось. Ну, так, чтобы не начиналось слишком рано, потому что я также не люблю просыпаться рано утром, так как работаю во вторую смену, и мне привычнее находиться в тренинге во вторую смену тоже. Так что все это совпало, мои желания и возможности моего стажа. Так что, старшинства, так сказать. Так что едем в тренинг. Ну, как я готовлюсь к тренингу? Обычно маршрут до тренинга, мой предыдущий маршрут 3-дневный, я начинаю открывать. Кто-то за месяц, кто-то за 2. Я начинаю открывать вопросник, который компания публикует, вопросы, которые будут задаваться во время устного экзамена. Это последний день, будет устный экзамен с экзаменатором. После этого экзамена примерно 2 часа вы идете как экипаж, второй пилот и капитан. Отвечает вопрос тебе, и по кругу. Считалочка такая. Но вопросы он может задавать. Раньше он мог задать любой вопрос. И это было нечестно, потому что, эти экзаменаторы сидят в книжках, часто даже не летают так много. И поэтому это нечестно. Получается, что я, сидя в книжке, могу тоже много чего знать. И поэтому вопросы стандартизированы, потому что компания определяет, где слабые места у пилотов. Во время года рандомно у пилотов сидят также эвалюаторы, экзаменаторы на откидном сидении, смотрят, какие, может быть, есть слабые места, определяют это таким образом с предыдущего тренинга, года, цикла, и вставляют вопросы такие, которые они считают нужно повторить. Что-то пилоты уже позабывали, не то что не знали. В основном пилоты просто могут забыть какие-то тонкости систем самолета, процедуры или чего-то такого, которое редко-редко встречается. Поэтому, может, просто хотят повторить так для того, потому что, как я сказал, это редкая процедура или редкий вопрос о системах самолета. Это последний раз будет устный экзамен, так мне сказали. Теперь в следующий раз, когда мы приедем в следующем 27-м году, уже будет письменный экзамен при входе. Вы вошли, первый день, перед вами, не знаю, либо на компьютере, или на бумажке, вы отвечаете на вопросы, после этого продолжаете дальше. Ну и в конце уже будет экзамен, конечно, в тренажере. У нас сейчас в конце будет экзамен устный, потом в тренажере 4 часа. Так что уже в самолете будет полет туда и обратно, от одного города в другой, на обоих или на одном из этих рейсов что-то произойдет, нештатное и так далее. Так что первый день теория, второй день, вернее, просто садятся, объясняют, что нового, как дела, то есть все, какие есть, может быть, тренды в индустрии в целом. Ну, я рассказывал уже в предыдущем видео, если хотите, как проходит тренинг. Второй, там, разминка получается в таком тренажере, который не полностью двигается, а просто как процедуры. Отглаживаются какие-то, которые в этом тренинге важны в этом году. И потом уже будет, так сказать, второй день, когда я не знаю, что будет. По-моему, будут ознакомлять нас с какими-то городами, в которые мы еще не летали, еще что-то такое.
И потом уже начинается, вы должны продемонстрировать все маневры, заходы туда-сюда, выходы на одном двигателе и так далее. Должны продемонстрировать профессиональность в этом, уровень профессиональности. И уже последний день это вот устный экзамен по системам самолета, процедурам и уже полет туда и обратно, где что-то может произойти в тренажере, конечно же. Я сейчас в полете прочитаю еще раз, 2 часа полет, прочитаю все эти вопросы и ответы. Потом в тренинге у меня будет несколько дней, я каждый вечер пройдусь по ним всем, и уже к концу я буду их досконально полностью, как наизусть, отвечать без проблем. Так что вот так вот происходит подготовка именно к устному экзамену. Ну вот это все. Я хотел, кстати, с вами поделиться. Я вот недавно нашел канал, мне подсказали. Есть канал Дмитрия, мы с вами как-то ездили, вот где-то там, здесь где-то находится, вот где-то в ту сторону. Кстати, строится гитара, хард-рок, скоро будет гитара вон там за колесом обозрения. Так что он работает или помогает, или, во всяком случае, снимает. Дмитрий снимает видео в Battlefield Vegas. Battlefield Vegas — это такая, можно сказать, музей танков и другой военной техники, которая на ходу практически вся, большинство, и у них есть даже несколько танков, один советский, один американский, который стреляет. У них есть лицензия стрелять из танка. Им разрешают, у них государственная лицензия есть, они единственная частная компания, которая разрешено стрелять из танка. И они вас в пустыне могут свозить, если вы в Лас-Вегасе, вы можете пострелять из танка. Сколько это стоит, я не знаю. Снаряды учебные, насколько я понимаю, и в них нету взрывчатки. Когда они врезаются в мишень, которую вы, видно, покупаете, это может быть старая машина или еще что-то, ее начиняют взрывчаткой. Когда этот учебный снаряд без боеголовки попадает в машину, она взрывается. Но стрелять снарядами, которые взрываются, нельзя, потому что вдруг вы промажете, куда-то улетит и там взорвется. Или в землю воткнется и не взорвется. И потом нужно будет саперов вызывать, потому что вы не можете оставить снаряд невзорванный. Поэтому им стрелять можно учебными снарядами, но они стреляют по-настоящему. Если они попадают в цель, там происходит взрыв, если вы купите эту опцию. Так что можно просто покататься на танке. Он сделал замечательный, я почему это говорю, потому что я увидел этот обзор, и он сделал замечательный обзор многих вещей. Там, мне очень понравился Т-34. Там обзор делает один из их механиков, который ремонтирует и восстанавливает танки. Но Дмитрий за кадром находится с камерой и там помогает озвучивать некоторые надписи на танке, тоже интересно. Потом они даже на нем едут, и там очень такая аутентичная атмосфера. Так что этот танк участвовал в взятии Берлина, насколько они смогли определить, так что очень интересно. И там он делает также хороший обзор уже сам Т-62. Я рекомендую канал, я поставлю его в первом описании, просто мне понравилось, я думаю, некоторым зрителям канала это тоже понравится. Заказал себе кофе, чтобы веселее занималась во время полетов. Таких вопросов, я не забыл сказать, наверное, пару сотен возможных. И займет примерно 2 часа мне пройти через все. Но на экзамене всего 2 часа, и 2 пилота экзаменируются, поэтому экзаменатор будет использовать рандомные вопросы. Один идет ему, второй мне, и так по очереди. Если он не ответил, то он поворачивается ко мне. Так что если вопрос задается не мне, тоже нужно знать на него ответ. Вы не должны отвечать все досконально, поэтому есть вопросы, которые должны быть абсолютно зазубрены и отвечаться досконально, то есть знать на 100%. Это вопросы о ограничениях самолета, что называется immediate action, то есть что делается в каких-то нештатных ситуациях, в которых производитель считает, что вы по памяти должны сделать несколько каких-то процедур, а потом уже обращаться на чек-листу. Это надо знать досконально 100%, а так вот о системах самолета нужно просто знать достаточно, чтобы об этом поговорить. Но если получается так, что вам задают вопрос, вы не можете ответить, конечно, экзаменатор начнет копать глубже и может узнать, что у вас, оказывается, пробелы знаний в этой системе самолета, и уже тогда у вас начнутся проблемы. Так что, готовимся, вопросы, ответы есть, будем заниматься. Да, и, кстати, про канал Дмитрия я забыл сказать, пока я шел. Там нет русского языка в аудиодорожке автоматической, к сожалению, но есть субтитры, можно включить субтитры и выбрать русский язык. Достаточно хорошо. Человек, который делает рассказ, у него австралийский акцент, и этот как раз дядя, он, наверное, там техник в этой фирме танковой, я так полагаю. И он хорошо разбирается именно в Т-34. И он, кстати, когда мы были в этом музее,
Я попросил открыть, и они открыли Т-54 для Луки. И это он был. Он тогда открыл и показал Луке немножко, там 5 минут, как устроен Т-54. Так что было прикольно. Большое ему спасибо, кстати, тоже. Как раз вы видите штаб-квартира компании Southwest. Прямо здесь, перед посадкой. За окошко стоят начальство и смотрят, как садятся самолеты. Нет, конечно, они занимаются более важными делами, а вот реверс работает абсолютно штатно. 60 узлов. Реверс. Ручка должна начать направляться в сторону закрытия малого газа реверса. И закрыть реверс можно при любой скорости, включая скорость руления. Добро пожаловать в Даллас. Взлетают самолеты. Ну и как человек, не особо разбирающийся в авиации, вот здесь, пожалуйста, можно посидеть, изучить ее, как выглядят самолеты. Ну, а перед нами целые приключения. Здесь будем жить в течение следующих 5 дней, 4 ночей. О результате сообщу в конце. Уверен, что он будет позитивный. Я как тоже показывал, вот так выглядит здание тренажерное, тренинг-центр. Разделен на 3 зала, 10 тренажеров здесь, тут еще 8 и тут еще 8. Это последний был пристроен недавно, и его можно еще пристраивать, там есть много места на улице. Пошли посмотрим, как это выглядит. Так вот выглядит брифинг, комната. Инструктор сидит там у доски, у вас капитан, второй пилот. На экране обычно идет какой-то инструктаж. Здесь сидит проверяющий. Можно сидеть, проверять инструктора, либо просто проверять процесс тренинга в авиакомпании. Скоро День независимости, поэтому цвета изменили в красный, белый, голубой в этом зале. В этом зале 8 тренажеров. Зал был достроен, и в ту сторону еще можно двигаться и достраивать это здание. И там уже находится основной зал, где 18 тренажеров. Здесь видно, как они разбросаны. 800-е, 700-е с максами и максы. Shut it down. Третий день тренинга. Вот этот тренинг-центр, вы видите, находится в центре экрана сейчас. Штаб-квартира
авиакомпании. И тут неподалеку расположен я в отеле с таким вот видом. Садятся иногда взлетают самолеты. 4-й день нахожусь уже вдали от дома, так сказать, на маршруте. 3-й день тренинга, завтра 4-й финальный день, и завтра же лечу домой. Ну, хотел подвести какие-то небольшие такие средние итоги. Первый день, конечно же, интересно. Проводим в основном в классе, небольшие разминки на таком тренажере, как я показывал в предыдущих видео, где у меня есть тренинг-центре. Вы можете посмотреть такой недвижущийся тренажер, но показали некоторые новые вещи, которые нужно показать. Так прошел первый день очень усталый, потому что начинался тренинг в 9 утра, у нас это 7, пока проснешься, пока сядешь в маршрутку, тут ходит автобус вот так вот вдоль аэропорта туда, который нас возит с утра пилотов в тренинг-центр. И пришлось по нашему времени встать часов в 5 утра, а я работаю во второй половине дня, для меня это было, конечно, сделать тяжело. Много кофе, еле высидел, еле закончил этот день, а так обычно происходит у меня всегда. Но второй пилот у меня тоже из Феникса, так нас группировали рандомно, и он тут примерно 3 года работает. Он раньше летал бизнес-джет в той же компании, где летает Тони, кстати, сейчас, кто знает канал Тони. Не особенно интересная картинка, я просто думаю, рассказ будет более интересный, чем картинка, показывать особенно нечего, в отеле здесь бродить особенно негде тоже. Второй пилот тоже такой ночной, как и я, поэтому мы с ним на одном расписании, очень хорошо у нас получится, срабатываемся, видно сразу. Вчера был первый день в тренажере, то есть у нас первый день брифинга, значит, просто классная работа. В классе рассказывают то еще, в основном все адресовано на безопасность, на то, что происходит в индустрии в целом, в компании. В основном речь идет о безопасности и координации экипажа. И, как я сказал, небольшой такой тренажер, что просто как разминка. Вчера был первый тренажер, и очень интересный нам попался инструктор. Опять же, рандомно попадается инструктор. Наш инструктор проработал, почему я хотел сделать такой апдейт, он 30 лет проработал в Боинге, был тест-пилотом, причем не тест-пилотом на коммерческой стороне, я с таким часто летал, который подготавливает уже готовый самолет к продаже авиакомпании, там они его обкатывают, так сказать. Это так обычно. А он работал, там их намного больше, он сказал, сколько там сотен человек таких, или 100 человек, которые этим занимаются, пилоты. А именно он в инженеринговой части был, то есть они разрабатывали самолеты. То есть таких, говорит, было гораздо меньше. Несколько десятков всего человек, которые, тест-пилотов, которые занимались именно разработкой новых самолетов или добавок что-то к ним, или еще чего-то. В общем, интересный дядька. Уже давно на пенсии, как бы с Боингом, и как бы вот так вот работал в некоторых авиакомпаниях, и вот сейчас он у нас работает инструктором тоже уже несколько лет. По возрасту, я бы сказал, ему уже далеко за 60, если уже немножко не за 70. Интересно очень с ним было общаться, много чего узнал. А когда он спросил, обычно садишься, он говорит, вот какая твоя история, что тебя привело в авиацию, расскажи, то, что и как, и почему у тебя одна буква «Н» в имени Денис. Я говорю, потому что вот так вот, откуда я ему рассказал. Он говорит, говорит, а я, говорит, провел очень много времени в России в начале 2000-х. Я говорю, интересно? Он говорит, да, я летал с Аэрофлотом, я летал с S7 авиакомпания на Боингах, как представитель компании Боинг, его туда послали. Когда внедрялись эти самолеты в авиакомпании, вообще помогал с организацией летной программы этих самолетов. По-моему, он сказал, в Аэрофлоте 737 и 777. Он был квалифицирован на всех Боингах одновременно. И в S7 на 737. Он сказал, что он провел очень много времени, летал много. В основном его работа была, это вот когда новые инструкторы в авиакомпании сертифицируются как инструкторы, то есть они обычно проходят тренинг где-то в каком-то месте, где-то в каких-то других странах, сейчас уже, наверное, в своей собственной стране, конечно, в своем собственном тренинг-центре, но тогда, когда это новые, обычно они куда-то едут в Боинг, там учатся или еще в какое-то место, а когда они возвращаются обратно, они должны как бы уже налетывать на самом самолете часы, поэтому обычно это делается с представителем производителя. То есть вот он был этим представителем Боинга, который сидел, допустим, в левом сидении или в правом сидении и обучал инструкторов и так далее, как они уже будут летать потом сами. Когда первая группа инструкторов
обучено производителем, потом они уже сами себя обучивают и продолжают таким образом работать. Обычно, когда новый самолет появляется в авиакомпании, именно этим он занимался. Ну, рассказал мне, как они летали, как они отдыхали, как они на даче ездили к пилотам и так далее. Так что, говорит, было интересно достаточно, говорит, много провел время там. Кроме него, сам урок этот оказался... Я, в принципе, знаю, что будет сегодняшний день, завтрашний день, экзамен. В принципе, эта информация утекает уже постепенно, и можно как-то уже знать, что ожидать, подготовиться немножко более конкретно. Но об этом дне практически ничего сказано не было никем. И я понимаю, почему. Потому что в основном это был сюрприз для нас, для меня особенно. Это был, наверное, самый интересный день в тренинге, который я когда-либо провел. И сказать, что тренинг интересен, обычно пилоты это говорят только инструктору. Да, было очень интересно, и потом уходит, сказать, блин, как я рад, что еще год не надо возвращаться сюда. На самом деле был очень интересный день, и он был посвящен ручному управлению самолета. Я очень удивлен и восхищен, что компания потратила ресурсы, чтобы, во-первых, оплатить пилотам, привезти их, придержать в отеле, задействовать тренинг-центр, симуляторы, тренажеры. И все это для того, чтобы пилоты почувствовать себя более комфортно за ручным управлением самолета. Потратили целый дополнительный день, который обычно у нас нет, на это. Это было очень интересно. И многие пилоты обманывают других, когда говорят, что да, я нормально вручную летаю, особенно после большого стажа, долго находясь на одном и том же борту. Да, я вручную что угодно могу сделать. Они обманывают сами себя, скорее всего, обманывают других, потому что мы вручную не летаем, мы летаем на автопилоте. Индустрия так сошлась, что и производители, и следящие за нами органы государственные, и сами авиакомпании понимают, что на автопилоте, и пилоты это понимают, на автопилоте летать безопаснее. Почему? Потому что вы видите гораздо больше, что происходит. Автопилот управляет самолетом, человек, либо капитан, либо второй пилот управляет автопилотом. И это очень все предсказуемо. Вы видите, куда повернет автопилот, куда ему дают команду повернуть другой пилот. Вы это контролируете, вы видите всю обстановку, вы видите большую картинку, так сказать, все, что происходит в самолете. Как только один пилот отключает автопилот, допустим, не прямо вот при посадке, а именно вот во время подлета к аэродрому, допустим, за 30 миль или еще что-то, загруженность экипажев сразу возрастает. И те, кто вам говорят, что это неправда, они вас обманывают. И хуже всего, они обманывают сами себя. Если они сами себя обманывают и не понимают, что загруженность поднимается, они на самом деле становятся менее безопасными пилотами, потому что они не оценивают ситуацию так, как она на самом деле существует. Вы отключаете автопилот, второй пилот, допустим, если капитан отключает автопилот, начинает управлять вручную самолетом, второй пилот все равно должен на панели автопилота устанавливать все параметры. Допустим, он не просто летает сам вокруг кукурузного поля, он летает по указанию авиадиспетчера, по направлению, по высоте, меняет высоту, меняет направление. То есть он не просто летает, как птица, а он именно летит по заданной траектории авиадиспетчером. И второй пилот в этом случае должен устанавливать все эти параметры в панели автопилота. Капитан это видит на своем дисплее, и он должен делать это все вручную. Это повышает загруженность экипажа, отвлекает экипаж на то, что самолетом управляет теперь два человека. Один вводит в панель, вместо того, чтобы капитан мог сам водить и смотреть, как управляет автопилот. Теперь второй пилот должен водить все это дело, капитан должен вручную управлять. То есть существуют такие моменты в самолете, за которыми не следит в этот момент. И хотя капитан скажет, я вижу все всегда, он обманывает сам себя, обманывает других. Он просто смотрит на экран и пытается управлять самолетом. И если еще отключите Flight Director, то теперь просто захватить направление в повороте, которое вам выдали, допустим, поверните на 180 градусов, на направление 180. Вы начинаете поворот, и теперь вам нужно следить именно за этим индикатором на приборе, чтобы вырулить самолет на правильном направлении, вместо того, чтобы просто следить за Flight Director. То есть теперь его внимание еще больше разделено на управление самолетов. И если я ему скажу, а ты заметил, что у тебя вибрация в правом двигателе немножко поднялась? Я тебе гарантирую, что он это не заметил, потому что его все внимание именно на управлении самолетом. Поэтому экипажи редко управляют самолетом, а когда управляют в каких-то ограниченных ситуациях, они как бы надеются на свои бывшие навыки, которые у них были много-много лет назад. Постоянная практика управления самолетом практически не существует. И если существует, это добровольно, когда пилоты хотят это делать. Опять же, они не часто так это делают, потому что понимают, что большинство пилотов понимает, что они
уменьшают свое поле зрения, делая это, и это не сопутствует безопасности полета, когда пилот видит меньше, что происходит вокруг самолета, и не может так хорошо оценивать обстановку. Мы не говорим о кукурузнике, мы говорим о сложном самолете, который магистральный самолет, много систем, работает в сложной загруженной обстановке, с авиадиспетчерами, с другим трафиком, с погодой, со всеми другими заходами, подходами, которые намного сложнее, чем просто летать на самолете. И даже во время визуального захода пилот не может просто лететь как хочет. У нас, допустим, по регламенту во время визуального полета самолет обязательно должен пересечь последнюю точку на подходе. То есть финальную точку на подходе, каким пилоты обязательно должны пользоваться какой-то схемой подхода, и они должны идти к этой точке, к последней точке на подходе обязательно, и должны ее пересечь обязательно, а не подрезать как-то внутри ее в сторону аэродрома, и должны ее пересечь на той высоте, которая она показана на схеме. То есть все равно даже во время визуального захода вы все равно, сам полет регламентирован, и вы должны точно лететь по практически схеме, даже несмотря на то, что вам дали свободу действия. Просто полетать на 737 не получается. Вы всегда летите по указанной траектории, и это не дает вам особо таких больших навыков, а просто отвлекает вас во время самых сложных моментов при наборе высоты, выходе по сложному выходу, допустим, или при сложном заходе. Поэтому большинство пилотов это не делают. И так произошло, что пилоты начали жаловаться, что да, вот мы не так часто просто летаем. Вот просто не чувствуем самолет, чтобы вот просто летать, почувствовать, как он и что. И компания решила это сделать, решила дать такую возможность 4 часа пилотам, 2 часа один, 2 часа второй, просто полетать на самолете. И это на самом деле было восхитительно, потому что, я не буду лукавить, я тоже эти навыки уже, когда мне нужно летать самому, вручную, по какой-то причине я летаю, и я просто как бы достаю из запаса все эти навыки, которые у меня были, но вот так вот вытачивать эти навыки практически нет возможности. Допустим, скажем, когда последний раз вы, пилот, я сейчас говорю пилоты, те, кто смотрит меня, выдерживаете высоту при заходе, 90 градусов курсу полосы, 5 миль от точки касания, от торца. Вы держите высоту на минимальной скорости, закрылки 40. Вам дают левый разворот на 90 градусов. Вы поворачиваете без флайт-директора. Поворачиваете, выдерживаете высоту, захватываете направление полосы. Продолжаете ровный полет, захватываете глиссаду и начинаете снижение. Закрылки 40 все это время на минимальной скорости, не сбавляя, не снижаясь, ничего. Гораздо проще все это делать, пока сбавляешь скорость, пока ты снижаешься, потому что ты не держишь какую-то скорость и ты не держишь какую-то высоту. Но если ты выдерживаешь обе, также делаешь 90 градусов разворот, захватываешь одновременно курс, и потом глиссаду, начинаешь снижение и продолжаешь посадку. Все это вручную, без флайт-директора. Такое может произойти, допустим, очень редко. Очень редко может такое произойти. И даже если вы стараетесь делать каждый день, просто из-за авиатрафика может не произойти, не должна быть, может быть, не дана такая возможность авиадиспетчерам, просто вас заведут как-то по-другому. А тут у нас была возможность просто вдоволь налетаться таким образом. То есть, как управляется самолет закрылками 30, закрылками 40, крутые развороты с заходом, развороты, захватывая курс, захватывая глиссаду. С разными закрылками, закрылки 5, 170 узлов, давайте поделаем развороты вправо-влево, посмотрим, как чувствуется, как выглядит это все без флайт-директора, как это все просто выглядит на экране, как это выглядит визуально, как выглядит тангаж, как выглядит при разной загрузке самолета, как выглядит тяга при всем этом. И постепенно начинаешь как бы восстанавливать эти навыки. Это очень хорошее было такое упражнение, что мы поделали достаточно долго. Потом еще что было интересно, кстати, мы сделали заход на посадку, и нас останавливают на высоте 6 футов. Самолет замирается над зоной касания, и просто тренажер останавливается в этот момент и стоит на этой высоте. Все двигается, но сам самолет не летит. То есть он стоит в одной точке, вы можете им управлять, он поворачивает, тангаж менять, но он не продолжает лететь, он замер в этой точке, просто тренажер. И инструктор говорит, а вот теперь давайте попробуем, сделаем tail strike, то есть зацепиться хвостом за полосу при посадке. И он делает, там еще ниже нас, и начинает говорить, вот здесь задирайте нос, поднимайте тангаж. И есть ограничения, которые мы знаем никогда не превышать. И вы это как бы зазубрили, никогда не превышать. И никогда не превышаем.
Он говорит, а давайте посмотрим, что будет, если вы превысите. Как это будет выглядеть на самом деле. Потому что никогда не превышать, это означает, что вы, допустим, скажем, 12 градусов в определенном самолете с определенными закрылками 12 градусов. Это я просто так говорю, там другие цифры, ну неважно. На разных самолетах разные цифры, при разной загрузке разными закрылками. Но возьмем 12 градусов, пилот никогда даже не подойдет к 8, даже к 7. Потому что он знает, что если он дойдет до 7, там близко уже 12. Поэтому пилот никогда не видит эту картинку из окна, как это выглядит на самом деле, когда самолет цепляется хвостом за полосу. Тут тебе дают возможность подними тангаж на 7 градусов, на 8, на 10. Я бы говорю, окей, так высоко бы никогда не поднял. Он говорит, продолжай поднимать на 11, на 12. И у нас происходит столкновение с полосой. И тренажер это симулирует, вы чувствуете удар о полосу. И теперь, увидев эту картинку, я знаю точно, где быть нельзя. Раньше мне просто говорили, не поднимай так высоко нос, а теперь, и я никогда даже близко не поднимал, а теперь я знаю точно, куда поднимать нельзя и как это выглядит. Это было очень хорошее упражнение. И также, когда вы крен во время посадки, если крен превысить 8,8 градуса, винглетом можно зацепиться, низом винглета зацепиться за полосу. Ну что такое 8,8 градусов? Это вы не успеваете даже посмотреть на прибор, чтобы узнать это. Во время бокового ветра вы наклоняете немножко одну стойку шасси к полосе. Сложно определить, сколько там, 8 градусов или 7 или 5. И поэтому у капитанов heads-up дисплей, кстати, будет написано tail strike, когда вы касаетесь о полосу или коснетесь о полосу хвостом. И также будут показаны ограничения 8,8 градусов, когда произойдет касание на полосе. Но не всегда heads-up дисплей опущен. И на других приборах этой информации нет, нужно просто видеть 8,8 градусов. Опять же, здесь он нам дает возможность сказать, увеличьте крен до 8 градусов и так далее. И ты увеличиваешь, ты смотришь, у тебя есть время посмотреть на все это. Не ты просто садишься, там 5 секунд находишься во время выравнивания или меньше даже, 1 секунда. А у тебя есть время посмотреть, как это выглядит, как выглядит этот крен, когда происходит касание полосы крылом. И другие вещи, и тоже как это выглядит в heads-up дисплее для капитана. И очень много информации таким образом уже остается в мозгах, которая никуда не денется. Это очень было хорошее упражнение такое. Ну и самое мое любимое упражнение было, нас поставили в Сакраменто, примерно 10 миль от аэродрома, уже на курсе полосы, 17-я правая, на глиссаде. Полоса видна, хорошо, все прекрасно видно. Вот это упражнение было просто уникальное, мне кажется, потому что когда я сдавал... Я вот это не делал еще с времен Cessna. Мы так экспериментировали, когда один инструктор закрывал полностью панель другому. То есть ничего нельзя было видеть. Ни скорости, ни высоты, ничего. Просто вот зайди, не глядя только на улицу. У тебя есть управление двигателем и штурвал. Все, больше ничего ты не видишь, кроме как глядя на улицу. В Cessna так делали, инструктор видел приборы сам, студент не видел. Но после этого никогда не было. Ближайшее к этому было в САП 340. Мы летали уже в тренажерах, но потом нужно было делать несколько заходов, посадок уже в самом самолете. И когда мы это делали, инструктор вставлял такую картонку на стекло, чтобы ты не подсматривал за полосой, а именно следил только за приборами во время захода. И в конце он эту картонку убирал, она так стояла под углом, чтобы ему все было видно. Он смотрел в торец картонки, но тебе она загораживала стекло. И он ее убирал, эту картонку, и ты уже садился тогда. В тренажере, конечно, это симулируется, просто погода делается плохой, поэтому вы ничего не видите, пока вы не подлетели к полосе. Потом она просто становится, вы уходите из тумана, и она видна. Но именно наоборот, так чтобы отключить всю панель в тренажере и оставить только визуальный заход, дело было днем. А внутри тренажера, конечно же, темно, и отключаются все дисплеи. Он может отключить, инструктор, все дисплеи. Самолет уже на глиссаде, он 10 миль от аэродрома, у него уже выставлена тяга. Все, что тебе нужно сделать, это поставить руку на руды, руку на штурвал, смотреть в окно и держать эту полосу в этом месте. Если чувствуешь, что ты немножко уходишь вниз, добавить немножко тяги, изменить немножко тангаж. Уходишь немножко вверх, убавить немножко тяги, изменить немножко тангаж. И ты это делаешь вручную, просто глядя в окно. В самолете абсолютно темно, не видно ни одного прибора, ничего. И это было замечательно. Мы сделали несколько таких заходов, сделали с 7 миль, по-моему, с 3 миль, и повторили несколько раз. Это было просто замечательно. Такое вот упражнение, когда вы точно уже видите, что визуально вы знаете, где находится самолет, не глядя на приборы, то есть пятой точкой, так сказать, управляя самолет. Это было просто замечательно, что так мы сделали. И такого я никогда не делал в транспортном самолете. Конечно, в тренажере. Заходы были также визуальные, то, что мы практиковались
повороты и все это закрылками разными. Был интересный тоже заход до минимальной высоты 200 футов. Заход был по Илс. И начинался он на 90 градусов до полосы. Вас авиадиспетчер вы выровнены. Авиадиспетчер дает вам 170 узлов, закрылки 5. Авиадиспетчер поворачивает вас пересечь курс полосы. Все это делается без флайт-директора, все вручную. И вы заходите. Он отключил карту тоже, чтобы карта вот сбоку, где у нас карта показана, где мы находимся, как далеко от полосы, все это визуально было отключено тоже. Просто вот приборы основные, как сказать, primary display и все. Все остальное было отключено, мы просто raw data, как говорится, без всякого флайт-директора нужно было привести самолет, вывести на глиссаду, сбавить скорость до посадочной, выпустить закрылки и дойти до 200 футов в облаках. Потом уже второй пилот говорит, что вот полоса видна, и приземлиться с этого. Так что это тоже было очень интересно, много уходов на второй круг, тоже без флайт-директора. Флайт-директор автоматически включается, когда уходишь на второй круг, там ничего не сделать. Но все равно очень много было вот такого именно. Вручную 4 часа мы летали. В конце нас попросили включить автопилот. Даже было как-то непривычно, потому что он хотел показать нам что-то, что вдруг мы включаем автопилот. Так что уже так уверенные навыки вернулись обратно. И в конце что сделал инструктор? Он садится в одно из наших кресел. Он сел сперва в кресло второго пилота. У него, кстати, я не знал, планшет с приложением от тренажера. И он его, когда ставит на стекло, у себя там, ну, как мы обычно втыкаем, у нас есть зарядочка, где мы можем заряжать этот планшет. У него вместо зарядочки тоже есть провод, когда он его подсоединяет, и он управляет дистанционно всем тренажером. Таким образом, он может управлять тренажером, сидя в кресле второго пилота, и у капитана тоже есть такой проводочек, он может подсоединиться туда, если ему нужно сидеть в кресле капитана. Поэтому инструктор может управлять тренажером, находясь в кресле, если нет, допустим, капитана во время тренинга или нет второго пилота. Все абсолютно он может делать со своего планшета. И вот он сидел, он установил самолет, начинает посадка, заходим в Феникс, он управляет самолетом, все, мы все делаем, а я слежу за ним. Я как бы пилот мониторит, я пилот, который следит за тем, что происходит, не за контролем, не за управлением. Другой пилот управляет. И он сделает какую-то ошибку и подвергнет нас опасности. Я должен сперва ему сообщить, что он делает ошибку, потом настоятельно ему дать команду что-то, как это исправить, и в крайнем случае, если он не исправляет, взять контроль на себя. Может быть, придется сразу взять контроль на себя, в зависимости от близости к земле, к опасности, которая происходит, что происходит. То есть с боковым ветром заходили, он неправильно делал посадку, там, или забыл сделать выравнивание. Тут уже нет времени говорить, нужно просто брать резко на себя. Уход на второй круг, неправильный тангаж, слишком высокий. Опять говоришь ему, слишком высокий тангаж, сбавь тангаж и так далее. И он как бы делает не до конца, и в конце концов, чтобы не произошло сваливание, самолет нужно взять на себя. То есть вот это было интересно. И потом поменялись, второй пилот сел в свое кресло, а инструктор сел в мое кресло. Я сидел там сзади на кресле инструктора и наблюдал за всем этим делом. Он также над ним немножко поиздевался. Близко к земле самолет управляется неправильно другим пилотом, и как на это нужно реагировать. Так что это тоже было очень интересно. Вот такой прошел у нас первый день в тренажере, но на самом деле второй день тренинга. Сегодня будет у нас демонстрация маневров, мы будем делать заходы. Сложный аэропорт, Боузман, Монтана, там сложные, там много очень высоких гор, потери двигателя, заход на одном двигателе, уход на второй круг на одном двигателе. Все это делается по сложным схемам, потому что кругом горы с кучей разных разворотов, поворотов и зон ожидания, где нужно набирать высоту. Так что все это будет происходить там сегодня. Потом будет какой-то еще тренинг, будем делать, по-моему, уже когда мы покажем свою профессиональность в исполнении этих маневров, нам просто дадут уже тренинг, будет сваливание, насколько я знаю, будет потеря герметизации, резкое снижение, что-то там еще будет такое интересное. Также, по-моему, на одном двигателе будет работа более... Не в тот момент обычно, во время... После принятия скорости принятия решений на полосе обычно потеря двигателя происходит в самый критичный момент. А когда пилоты уже взлетели, немножко начинают расслабляться, происходит потеря двигателя во время поворота в сложном ландшафте. То есть реалистично. Не обязательно пилоты всегда готовы потерять двигатель. Потери двигателя после скорости принятия решения на полосе. И как бы уже готовы к этому. А тут это будет немножко рандомно, и поэтому более реалистично, мне кажется. Так что посмотрим, как это пройдет. И третий день уже будет сам экзамен, то есть полет из одного города в другой. Очень сложные города также,
с сложным ландшафтом. И будет уходить на второй круг в первом случае, насколько я понимаю. Опять же, сложный вылет из этого аэродрома на второй круг, и возврат обратно, посадка, потом уже на взлете мы будем взлетать, из него опять же сложный выход и потеря двигателя, принятие решения, куда лететь, возвращаться обратно в сложный аэропорт, либо лететь по назначению, потому что по назначению, в принципе, пока это происходит, лучше погода, лучше аэродром, проще и так далее. Поэтому, конечно же, в этом случае принятие решения не обязательно возвращаться именно в тот сложный аэродром, с сложной погодой, с сложными условиями, если у вас есть лучший аэродром и находится примерно на таком же расстоянии уже в момент, когда вы подлетаете. Так что так пройдет экзамен, и я вам сообщу апдейт после того, как это все произойдет. Прибыл наш борт. Сейчас он отвезет нас в Лас-Вегас. На этом наш цикл тренинга еще один годовой закончен. Можно о тренинге год не думать, но еще таких 13 до пенсии осталось. А кто считает? Ладно, летим домой, будем, наверное, в полночь дома. На заслуженный отдых. Зачем нужна еда на борту, когда рейс всего несколько часов? Можно заморачиваться, почитают, сами поесть. Ну а те, кому нужно обязательно поесть в течение нескольких часов, могут принести с собой. Полное место, как вы видите. Сен-Мартин, кстати, аэродром, который мы отрабатывали в тренажере. Один из наших новых аэродромов. Кроме этих. Летать. Такая гора находится в конце полосы, и очень важно правильно взлететь его. Thank you. I'm good, thanks. Тут и так богато расположился. Как видите, сколько у меня места. И да, та же самая счастливая рубашка на меня одета. Если вы смотрели предыдущее видео. И до сих пор я в нее влазю. 25 лет уже. Вечерний рейс не такой загруженный, поэтому рядом со мной несколько свободных кресел. Я сам мог выбрать билет себе. Компания, конечно же, меня сажает на рейс, но я могу выбрать сам место, включая эти премиальные места. Интернет пока еще не Starlink, но скоро будет. Тестируйте. Если вы подписаны на карточку компании Rapid Rewards, можете зайти бесплатно делать текст, ссылать сообщения. Нельзя использовать видео и аудиосвязь, но можно Wi-Fi. Но всем остальным
бесплатное телевидение, кино. Давайте зайдем, посмотрим, что за телевидение. Я убавлю громкость, потому что наушники не подключены. Можно подписаться на карточку. Несколько каналов для тех, кто еще смотрит телевидение. Чемпионат мира по футболу, кстати, увидите. Да. Разные развлекательные программы основных каналов. Если вернуться, можно зайти сюда, смотреть фильмы. Обычно это последние релизы. Многие из них только что либо вышли из кинотеатров, либо еще в кинотеатрах. Какие-то старые. Все это бесплатно. На вашем любимом планшете или на телефоне. Классика. То, что давно не смотрели. В общем, по жанру. Смотреть все. Библиотека. Все это находится на борту. На серверах, которые находятся в потолке у нас. Вот там, за панелями. Так что не скучно. Ладно, на этом все. Спасибо, что слетали со мной. Всем хорошего настроения, хорошего дня. Всем пока.